Собственно, сегодня в Буэнос-Айресе поедим эмпанадосы. Эмпанадос — это местные пирожки совсем подряд. Был случай, когда в эмпанадосе нашли даже ногу кита. Это при том, что китов обычно не наблюдается ног. Пару раз там неандертальцы размораживали из эмпанадоса. В общем, начинка эмпанадоса весьма специфическая может быть, но в этом и интерес. Иногда даже не знаю, с чем она. Вот недавно я ел эмпанадос с луком и каким-то дерьгозьим сыром. На вкус было отвратительно. Сегодня протестируем эмпанадосы, решим, где лучший, или не решим, где лучший. Но главное, что я поем, а вы посмотрите, как я ем. Так. Первое место на сегодня — это Big Pizza. Я вообще слышал мнение, что Big Pizza — это просто Леброн Джеймс в мире бюджетных эмпанад. Надеюсь, я правильно назвал имя, потому что я не очень хорошо разбираюсь в хоккее. Я обнаружил сравнительно тихое место. Тут даже почти не слышно барабаны. Собственно, тестируем вот этот вот эмпанадос. Это произведение выпечки было куплено за 990 песо. Это чуть меньше $1. Собственно, что могу по нему сказать? Во-первых, он подписан. Тут написано, что это карне пиканте, то есть острое мясо. Тома, gracias. Я спасывай. Тестируем. Он довольно острый. Учитывая, что аргентинская еда обычно не особо острая, но я люблю остренькое, в принципе, прикольно. Стоит ли он 990 песо? Да, в принципе, стоит. Начинка довольно неплохая, плотненькая. Вкус остренький, мясо чувствуется, мясо не кислое. В целом рекомендую, за 990 песо вполне себе комфортный вариант. Более того, знак качества заключается в том, что даже бездомный, я предполагаю, что это бездомный, вполне вероятно, что это просто голодный человек, пытался у меня украсть мой законно купленный эмпанадос. Я смущаю людей. Наверное, имеет смысл отойти чуть-чуть. Очень сочный эмпанадос. Вы можете обратить внимание, что у меня все руки в соусике. В целом хороший эмпанадос. 990 песо стоит. Тесто тонкое, начинки много. Эмпанадос лайк. А вообще, какой интересный самый популярный эмпанадос? Типа с картошкой нету вроде. Хотелось бы зеленым луком, укропом и чесноком. Такой веганский легкий вариантик. Следующий на очереди ресторан Виторио. Я наткнулся на него абсолютно случайно, но вполне вероятно, это будет какой-нибудь пирожковый граль. Надеюсь, во всяком случае, что я хотя бы не разочаруюсь эмпанадосом. Я решил заменить свою профессиональную звукозаписывающую аппаратуру на телефон, потому что, как казалось, записывать звук на наушники не очень удобно. Данный эмпанадос стоил 1500 песо, это уже чуть больше $1. Сразу хочу отметить некоторые нагар на эмпанадосе. Тесто чуть более хрупкое, чуть более ломкое. Я не могу сказать, что визуально есть ощущение, что я за него явно переплатил. То есть Big Pizza, он именно конвейерного формата, а этот более домашний. Как будто пекла какая-то аргентинская бабушка за 1500 песо. Этот тоже карне пиканте. Я как фанат острова говорю, что вообще не острый. Под соус совсем. Эта эмпанада определенно вкуснее, чем обычная из Big Pizza. Возможно, визуально так и не скажешь. Начинка намного лучше, сочнее, вкуснее. Еще интересный моментик. Я заказывал карне пиканте, то есть мясо с перцем. А в комплекте получается помимо мяса специи, лук и яйцо. То есть мне в комплект абсолютно бесплатно положили еще яйцо. И это определенно лайк. Мне нравится этот эмпанадос. Ставлю ему лайк, прям хороший эмпанадос. Следующее место — это какая-то кафешка Ла Американо. Не знаю, кафешка это или очень уважаемое место, не уверен. Честно говоря, если бы не мужик с прекрасной шевелюрой на верхней губе, я бы, конечно, скорее всего, даже не заметил бы. Также из бонусов можно взять кусок пиццы или эмпанаду и, не паркуя гузно, просто постоять около барной стойки поесть. То есть, как в Италии, грубо говоря. Несмотря на то, что место называется Ла Американо. Во-первых, очень сильно выделяется упаковка, во-вторых, цена. 1800 песо за эмпанаду — это дороговато. Я пытался поторговаться, пытался выбить скидку. Сказал, я блогер, вот у меня есть аудитория, показал свой канал с 30 человеками, и мне отказали сделать скидку, вообще сказали, что выгонят. Поэтому пришлось купить за full прайс. Ну ладно. Эмпанада выглядит крайне красиво, прям так и манит чертовка. Чисто визуально это самый топ, наверное. Она такая толстенькая, хорошая, но хочу сказать, что теста, пожалуй, весьма много. Упаковку имеет смысл выкинуть или в рамку повешу. Красивая, на меня похожа. Напишите в комментариях, если она действительно на меня похожа. Оба-на. Смотрим еще раз на пирожок. Хочется его, знаете, заходите, как хинкалингу взять чисто. Теста многовато.
Начинки много, начинка на вкус примерно такая же, как в эмпанаде за 1500 песо. Ну, действительно очень похоже, наверное, чуть более сухая. Единственный явный плюс, внутри оказалась оливочка. Оливочка — это вкусно, оливочка — это круто. Оливки практически все делают лучше. Если вы в молочный коктейль оливку закинете, я думаю, будет не очень круто, но так вообще здорово. Но в эмпанадосах за 1500 песо прям вот была такая необычная, интересная начинка. Здесь хорошая структура, хорошая наполненность. За 1500 как бы, ну, мне больше нравится. Я зашел в еще одну точку по выдаче эмпанадосов. Точнее, ну, там можно обменять эмпанаду на деньги. Но, к сожалению, я увидел цену, и у меня произошел, скажем так, кошельковый инфаркт, потому что я начал считать, сколько это в долларах. Понял, что я не хочу платить такую немыслимую сумму за небольшой пирожок. Поэтому постараюсь найти другое место. Идем, в общем-то, в другое местечко. Следующая остановка для пополнения баланса желудка – это кафе-бар с достаточно простым названием Los Tres Bilares или Бишарес, или Беларес, или Беларусь, может даже, не знаю. Здесь уже чувствуется некоторый хай-энд в плане эмпанадосов. Цена, ну, немного кусается. Ладно, она не кусается, она напала на меня как сторожевой ротвейлер. Просто вцепилась мне в ягодицу и не хотела отпускать. Эта эмпанада стоила 1890 песо, то есть цена как никогда приближена к психологическому максимуму. Больше пирожок стоить не может. В целом, я считаю, что это просто конская цена, и буквально еще 10 песо я бы отказался покупать. Я надеюсь, что он меня настолько впечатлит, что я даже вступлю с ним в половую связь. Ну или хотя бы заключу брак. Сейчас будем тестировать. Он развалился в пакете. Я не знаю, что с ним делать. Он буквально развалился в пакете. Это будет сложнее, чем я думал. Ну, это самый стрёмный, скажем так, на показ Victoria's Secret или Prada или даже Balenciaga, скорее всего, не пойдет. Более того, он не подходит даже как сцена. Он очень горячий, у меня очень жирные руки. Мне кажется, его жарили в масле. Внешне это, конечно, грустно, он еще и развалился. Буквально я держу его начинку вся на пальцах. Но за 990 песо Big Pizza было лучше. Это нечто уникальное. Это олицетворение того, что дорого не всегда хорошо. Он, пожалуй, худший всего за сегодняшний день и самый дорогой. Это своего рода Virtus среди пирожков. Он жирный, почти как я. Он невкусный, и он развалился у меня в руках. Я его, конечно, съем. Я потратил на него больше $1, даже почти 2. Но, внимание, я ем его в данный момент без удовольствия. Я готов отдать этот пирожок любому бездомному, потому что он отвратителен. Ладно, он не отвратителен, извини, пирожок, но он точно не за 1900 песо практически. Даже 1800 для него много. Более того, даже за 1000 песо я не уверен, что согласился бы его покупать. Честно говоря, это самая дорогая эмпанада в моей жизни. Знаете, вот то чувство, когда съедаете что-то не очень вкусное, но очень дорогое, и в качестве воспоминания у вас остаются уже грязные руки. Вместе с этой эмпанадой в комплект даже не идут салфетки. Я немного разочарован и сильно недоволен. Это было очень дорого, далеко не вкусно, а еще тут, возможно, чуть шумно, но надеюсь, моя профессиональная аппаратура в качестве телефона справится с данным уровнем шума. Я, кажется, голос чуть сорвал. Ладно, идем дальше жрать. Финальный конкурсант названия лучшей эмпанады – это Мистер Кук. Цена крайне демократичная, это самые дешевые эмпанадосы за сегодня. Честно говоря, я не раз видел заведения данной сети, но ни разу не пробовал. Надеюсь, что они меня не разочаруют. В принципе, учитывая цену, если будет примерно на уровне Big Pizza или даже лучше, то этого уже достаточно. Я буду вполне себе доволен. Следующий наш претендент стоит всего 800 песо. Это совсем немного, это меньше $1. Я считаю, это отличная цена за небольшой пирожок. Выглядит он, сразу скажу, довольно неплохо. Более того, за эти 800 песо хорошо не подгорел, копченый, румяный, красивый. В общем, классический латинский пирожок. Но в целом, как бы, все очень и очень неплохо. Вот, я думаю, про внешний вид я достаточно сказал. Пробуем. Во-первых, я точно могу сказать, что он уже полежал какое-то время на прилавке. Тесто немножко такое, чуть-чуть черствое, не очень свежее, наверное. Делает ли его хуже этот факт? Да, думаю, нет. За 800 песо это довольно-таки хороший пирожок. Тесто чуть черствое, он уже явно полежал на прилавке какое-то время. Он не особо теплый, но это моя проблема, как бы. Начинка здесь, ну, такая. Яичка особо нет. Ну, так, чуть-чуть какие-то ошметки яйцовые есть, но в целом толком яйца нет. Набивка хорошая, скажем так. Я не могу сказать, что это
скажем так, хотя бы в топ-3 за сегодня. Он хороший за свою цену. Если вы хотите быстренько перекусить и все, то это отличный вариант. Если вы хотите жестко насладиться пирожком, то, наверное, я бы посоветовал потратить 1500 песо и вообще не жаловаться, потому что это потрясающий пирожок. Собственно, я предложил укусить еще раз. Мясо даже с легкой кислинкой. Не критично, все в порядке, но сам факт. За 800 песо это просто флагман за свои деньги. То есть это пирожковый флагман. Мне нравится, что люди на меня так оборачиваются, типа я что-то умное рассказываю, а я типа пирожочек жру. Ну, ладно. Что я могу сказать? В моем бюджете образовалась дыра в размере нескольких эмпанадин. Учитывая, что я наелся, я довольно-таки плотно подкушал. В любом случае, мой фаворит — это эмпанадина за 1500 песо. Она не очень дешевая, но она полностью себя окупает. Она не очень красивая, но она прекрасна внутри. Этот вкус, наполненность, специи, лучок, яичко — это просто божественно. Она не развалилась даже в руках, что уже достойно многого. Во всяком случае, цены. Номер 2 — это, наверное, Big Pizza. Да, это самое популярное, наверное, здесь место подобного формата. Это в целом хорошо, потому что качество выпечки хорошее, цена низкая, вполне неплохо. С другой стороны, это сеть. Возможно, мне просто повезло, возможно, где-то будет невкусно. Аргентинский рандом. Далее, третье место — это, очевидно, эмпанада за 800 песо. Она не супер вкусная, но она очень дешевая. Она за 800 песо прям шикарно. То есть для быстрого перекуса самое то. За эту цену странно придираться, потому что это была хорошая эмпанадина. Собственно, наверное, четвертое место — это Ла Американо. Она была неплохой. Я думал, что она хуже, чем есть, но она очень красивая. Внутри победила оливочка. То есть, если бы не оливка, то это была бы весьма проходная эмпанада. Вот так вот. Последнее место — это эмпанада за 1890 песо. Это дерьмо. Она некрасивая, она разваливается, она слишком жирная, начинка не очень вкусная, и она абсурдно дорогая. Как бы, в общем-то, грустно. В общем, какое-то такое получилось видео. Ну так вот, кушайте эмпанада, смотрите мои видео. Пишите в комментариях, что мне стоит снять еще, что мне стоит поесть еще. Потому что, опять же, есть в Аргентине можно много всего. Можно начать, например, с пиццы, закончить асфальтом. То есть, ну, если бюджет позволяет, могу, в принципе, картошку фри покушать. Главное, где? Пишите, где мне стоит поужинать. Например, завтра. Вот завтра я проголодаюсь, скорее всего, к вечеру. Вот как-то так. Вообще, кстати, посчитал, сколько я сегодня потратил на эмпанадосы, и учитывая, что я довольно-таки наелся, сегодня есть не планирую, к сожалению, я конкретно затратился. Тем не менее, чисто вот так вот посчитал, я ни на что не намекаю, но если каждый мой подписчик донатит $10 или 5 или 10, то я смогу позволить себе микрофон и не буду записывать на профессиональный студийный вот этот вот, который я сейчас использую. Я опять же ни на что не намекаю, но просто мало ли, если у кого-то есть желание, то я хочу микрофон.